Когда Сашка Овсянников привез в деревню жену-красотку, соседи долго восхищались тем, насколько Бог одарил Ларису внешностью. Стройная, с осиной талией, рыжей копной волос и острым сорочьим носиком. Сашка едва закончил школу, поступил в пригородный колледж на сварщика. В последний год учебы познакомился с Ларой. Лисье очарование рыжеволосой барышни и ее сладкие речи быстро затуманили голову молодого человека. И он, недолго думая, сделал девушке предложение прямо в общежитии, хотя она и была старше него на 3 года. После получения диплома и похода в ЗАГС Александр вернулся в родные края. Пожилая мама, которой уже трудно было содержать большой деревенский дом и внушительный огород, радовалась появлению помощницы. Свадьбу справили в лучших деревенских традициях. Правда, не сказали никому, что невеста отказалась менять фамилию. Позвали всех соседей и друзей. Сашкина подруга детства и соседка Даша поздравляла его и даже поболтала несколько минут с новоиспеченной женой. После разговора Даша поморщилась, как от зубной боли. Лариса показалась ей фальшивой и пустой, как праздничная мишура. Но высказывать свое мнение девушка не стала, решив, что первое впечатление может быть обманчивым. Так и стала жить новая семья. Сашка работал на заводе в городе, куда каждое утро ездил на автобусе. Лариса и мать оставались на хозяйстве. Даша, жившая по соседству вместе с бабушкой, украдкой наблюдала за новой соседкой, а та в отсутствие мужа вела себя совершенно иначе, чем при нем. От поручений свекрови отлынивала, то прикидываясь больной, то солнце ей голову в огороде напекло, то гусей она боится. Марья Викторовна, мама Саши, иногда жаловалась на невестку Даши через сетку, разделявшую 2 участка, но жаловалась скорее по-доброму, снисходительно. Она же городская, просто не привыкла пока, все с опытом приходит. Да она как-то опыт приобретать и не стремится. Тихо бурчала Даша себе под нос, чтобы тетя Маша не расслышала. «Что ты говоришь, Дашенька?» – переспрашивала женщина. «Говорю, научится, никуда не денется», – отвечала Даша, глядя, как Лариса обмахивается газетой, сидя в тени яблонь, и пьет холодный компот. Так постепенно вся работа вновь перекочевала на плечи пожилой хозяйки, а невестка утруждала себя лишь тем, что изредка готовила. Саша дома бывал мало, поэтому таких подробностей не знал. Внешне-то ничего не изменилось. В комнатах чисто, на стол наготовлено, птица во дворе накормлена. Да и не было у него желания расспрашивать о бытовых мелочах, когда в комнате ждала мурлыкающая жена. А Марья Викторовна, видя, как сын счастлив, не хотела лишними придирками портить с ним отношения. Саша ехал домой вечером со смены, когда в автобусе к нему подсела Даша. Выяснилось, что девушка ездила в город за какой-то справкой для бабушки. Молодые люди разговорились. После Сашиной свадьбы они мало общались, хотя в детстве были не разлей вода. Вместе носились по деревне на велосипедах, строили шалаши, лазили по чердакам и получали нагоняй от Дашкиного деда Василия. Я помню, как мама помидоры крутила, а мы ей перечницу в рассол опрокинули. Так потом эти помидоры зимой даже свиньи не ели. Смеялась Даша. Ели, утирая слезы от смеха, возразил Сашка. Только весь снег после этого умяли вокруг сарая. Интересно, чем Лариса в детстве занималась? Вряд ли, наверное, так же безобразничала. Мне кажется, нас никто не переплюнет, заметила Даша. Саша замялся. Лара мне особо про детство не рассказывает. Говорит, что училась в обычной школе, как все получила аттестат, в куклы играла. Не любит она, в общем, эти разговоры. Автобус подпрыгнул на кочках.
Даша удивленно подняла бровь. «Саш, ты вообще про свою жену хоть что-то знаешь, помимо того, что видишь сам?» «Ну, — протянул парень, — она вроде на парикмахера училась». «И все?» — проницательно посмотрела на него собеседница. «А с ее семьей ты знаком? Почему их на свадьбе не было?» «Да что ты пристала?» — возмутился Саша. «Не общается она с ними, поссорилась несколько лет назад». Лариса действительно была немногословна насчет своей прошлой жизни. Вскользь упомянула, что с родственниками у нее напряженные отношения и что они ей опротивили. До встречи с Сашей снимала комнату в другом общежитии, однако в гости жениха так ни разу и не пригласила, сославшись на неудобство крохотного жилья. Автобус затарахтел у остановки, скрипнул дверями, чихнул и остановился. Молодые люди вышли вместе с несколькими другими пассажирами. Тема разговора сама собой сменилась, но Даша твердо решила не спускать глаз с Ларисы. В первый день ноября у калитки дома Овсянниковых появился гость. Мужчина лет 35. По счастливой случайности Саша не работал в этот день и сам вышел встретить пришельца. Но вперед него выскочила Лариса и, едва калитка открылась, бросилась на шею гостю. Александр оторопел от удивления. «Это мой брат, Семочка», — проворковала Лариса. «Семен», — представился помятый после Ларисиных обниманий мужчина. Саша пожал протянутую руку, выдавил немного нервную улыбку и повел гостя в дом. Лариса трещала, как сорока, расспрашивая брата о том о сём, с небывалой расторопностью накрыла на стол, налила чай и уселась рядом. Выяснилось, что мужчина возвращался с длительной вахты, узнал новый адрес сестры и решил заехать в гости. Саша не возражал. Это был первый родственник жены, которого он видел перед собой, а потому не хотел показаться негостеприимным хозяином и радушно принял Шурина. Семен не сказал, насколько долго собирался гостить, а спрашивать Саше было неудобно. К тому же Марья Викторовна стала часто жаловаться на здоровье. Пришлось брать отгулы и везти маму к врачу. Доктор рекомендовал пожилой женщине лечь в стационар на пару недель, пройти обследование, чтобы не ездить ежедневно на автобусе. Она со скрипом, но согласилась. Поздно вечером Саша шел домой от остановки, когда вновь столкнулся с Дашей. Та спешила из магазина с пакетом свежих маковых булочек. Видя мрачное лицо товарища, Даша забеспокоилась и спросила, что случилось. «У мамы с сердцем не все хорошо», — вздохнул Саша. «Переживаю». Даша выслушала рассказ. Они как раз подошли к своим домам. Заморосил противный ноябрьский дождь. «Холодно, давай чай горячий попьем с булочками», — предложила Даша, зябко кутаясь в шарф. «Пойдем», — толкнул калитку Саша. Они зашли в дом и застали там странную картину. Лариса и Семен рылись в шкафчике, где у Марьи Викторовны лежали фотографии, старые журналы и документы. Все это было небрежно разбросано по полу. «Что тут происходит?» Даша впервые услышала в голосе соседа тревожно-подозрительные нотки. «Сашенька, я убиралась, хотела пыль протереть внутри, а Сема болтает рядом, чтоб не скучно было». Лариса лисой обвелась вокруг мужниной шеи. Дашу даже перекосило от того, насколько фальшиво и наигранно она это сделала. Лариса зыркнула на нее, потом шустро убрала вещи обратно в шкаф и повела всех на кухню. Правда, Даше кусок не лез в горло после увиденного. Чаепитие прошло натянуто, и только Лариса пыталась спросить о здоровье свекрови и безостановочно трещала по делу и без дела. Вскоре Саша пошел проводить соседку. На веранде уже перед выходом Даша не выдержала. «Саш,
Твоя жена за дурака тебя держит. Разуй глаза. Она же врет откровенно тебе в лицо. Пыль вытирала. Ага, сейчас. Документы ей нужны были какие-то. Братца своего еще приволокла. Откуда он взялся-то вообще? Ну, приехал брат к сестре. Что такого? Тише ты. Саша сделал страшные глаза. Услышит же. Пускай. Даша яростно глянула через смежные стекла на кухню, где Лариса убирала со стола. Я этого так не оставлю. А ты смотри в оба. Она бросила на Сашу осуждающий взгляд и вышла. Овсянников крутился, как белка в колесе, и почти не бывал дома днем. Сначала на завод, потом на рынок за фруктами и в аптеку за лекарствами, потом к маме в больницу, а потом ловить попутку до дома, кормить птицу вечером и только потом отдыхать. Так однажды, придя в 10 часу ночи домой, Саша обнаружил, что в гостиной разложено кресло и на нем кто-то спит. Причем Семен и Лариса смотрели на кухне телевизор. «Сашенька, и это моя подруга школьная приехала погостить, Элочка. Мы 3 года не виделись уже. Устала с дороги, легла отдохнуть. Вот». Запела Лариса, быстро накладывая мужу жареной картошки в тарелку. «Что-то многовато стало гостей». Саша почесал в затылке. «Да ладно тебе, зятек!» Семен понебратски хлопнул его по плечу. «Дом большой, места всем хватит». Лариса торопливо налила мужу рюмочку наливки и пододвинула вазочку с солеными огурцами и помидорами. После 3-й рюмки уставший Александр, поддерживаемый Ларой, отправился спать, махнув рукой на подружку жены. Даша варила дома суп и в разгар готовки поняла, что закончилась соль. Погода не располагала к походу в магазин. Пришлось идти к новой соседке, чтобы закончить приготовление обеда. «Уж щепотки соли-то не откажет», — подумала Даша, отцепляя сетку в огороде. Она осторожно обошла дом сзади, подошла к веранде и только хотела постучать в окно, как услышала голоса. Мамаша уже слегла. Она тут так корячилась по жаре все лето, что недолго ей осталось. Говорила Лариса железным, совершенно жестким голосом, так не похожим на ее привычное сладкое мурлыканье. «А с муженьком как будем разбираться?» Второй голос был Даше незнаком. «Нужно с Кучилиным поговорить», — протянула Лариса. «Он знает кого-то на заводе, обеспечим ему трагичное стечение обстоятельств». Даша тихо вскрикнула, потом зажала рот ладонью, боясь выдать себя. «Домик-то добротный и участок большой», — протянул второй голос. «Хорошие деньги за него предложат». «Главное не спешить, Эл, чтоб все чисто и законно. Помнишь, как со Стрельцовыми было? Мне такой бал-карнавал снова не сдался». Лариса, видимо, чиркнула зажигалкой, прикуривая сигарету. «Чисто, чисто», — согласилась вторая барышня. «Документы я уже проверила, дом чист как перст. Бабка завещания не оставляла, других наследников, кроме вас, нет». «Отлично», — Лариса выдохнула. «Нам когда уехать?» — спросила ее собеседница. «Ох, как я без Семы-то!» — вздохнула Лариса. «Он аж зубами скрипит от ревности, когда этот приходит. Но ты права, надо отослать, чтоб чего не заподозрил. А ты давай пока оставайся, а то я тут со скуки сдохну». Дверь в дом хлопнула, ключ повернулся. Даша сидела на корточках у стены, и из ее глаз от ужаса текли слезы. Она полуприседом и ползком добралась обратно к себе, выключила булькающий суп и села отдышаться. Потом схватила лист, записала 2 услышанные фамилии и бегом побежала к дяде на соседнюю улицу. У него был компьютер и доступ в интернет. Если о загадочном Кучилине ничего выяснить не удалось, то вот про семью Стрельцовых Даша нашла небольшую статью на сайте областной газеты. Речь шла о том, как жена и брат Виктора Стрельцова
делили его трехкомнатную квартиру в центре города. Загвоздка была в том, что Виктор женился всего за полгода до этого, а потом погиб при странных обстоятельствах, попав в аварию. Брат пытался доказать, что Виктора целенаправленно убили из-за квартиры, а потому жена – главная подозреваемая и должна нести наказание, а не получить недвижимость. Из-за шумихи и угрозы возбуждения уголовного дела жена отказалась от своей части наследства. Хоть полных имен героев не упоминалось, в газете была небольшая фотография, где Даша с ужасом узнала Ларису в свадебном платье под руку, видимо, с покойным Виктором Стрельцовым. Девушка распечатала газетную статью и побежала домой. Она сидела у окна в прихожей несколько часов, чтобы перехватить Сашу с работы. Когда он таки появился у калитки, Даша выскочила, схватила того за куртку и почти насильно затащила к себе в коридор. «Ты чего? Что случилось?» Удивленно воззрился на нее Овсянников. Разговор получился сбивчивым, шумным и путанным. Саша до последнего не верил, даже пытался списать все на личную неприязнь между девушками, пока соседка не сунула ему в лицо распечатку с фотографией. «Ты понимаешь, что ты следующий, и ей только дом ваш нужен, чтобы продать его», — горячо высказалась Дарья. Саша совершенно опешил, молчал и только остолбенело пялился на фото, потом пробормотал. «Она же постоянно, пока мы в городе были, спрашивала про дом и участок, а я, дурак, все и выложил. Ворковала, как хочет жить в деревне и есть натуральные продукты». Он и верил, и не верил. В одной части сознания стояла ласковая и милая Лариса, которая нежно гладила его по голове и любовно смотрела за ужином, а в другой – жестокая мошенница, изворотливая и беспринципная. Однако повода не верить Даше не было, да и фотография только подтверждала ее рассказ. «Нужно гнать в шею всю эту шайку, и поскорее», – выдохнул Саша. «Так-то оно так», – Даша облокотилась на стену. «Но как бы это сделать потише? А то из-за скандалов и шумихи слухи пойдут. Да и кажется мне, что так просто эта девица тебя не оставит в покое. Если она умудрилась бывшего мужа отправить на тот свет ради трешки, то к тебе, как пиявка, прилипнет точно. Заявление напишу». Нашелся Александр. Даша невесело хмыкнула. «А что напишешь? У нас есть только подслушанный, туманный разговор и наши собственные догадки. Дядьки в погонах положат твое заявление в дальний шкафчик и забудут о нем». Александр потупился. Домой ему идти совершенно не хотелось. Более того, дом казался чужим и враждебным. «Нужно сделать так, чтобы она сама ушла и родственников своих прихватила», размышляла Даша. «Можно инсценировать измену», — предложил Саша. «Не, если ей дом нужен, то поревет для вида и якобы простит». Быстро отмела предложение Даша и хмыкнула. «Да и какой из тебя изменщик? Тоже мне». Саша покраснел как рак и что-то буркнул. «Тут что-то другое нужно», — бормотала Даша, приложив пальцы к подбородку. Она задумалась и вдруг просияла. «Ты помнишь, мы у бабки в сарае в барабашку играли, когда маленькие были?» «Ага», — кивнул Саша. «Так бедного деда Василия напугали, что он нас выпороть хотел». Тут до парня дошло. Они с Дашей понимающе посмотрели друг на друга. «Завтра воскресенье. Забирай их всех и вези куда-нибудь на весь день». Дарья сделала страшные глаза. «Под любым предлогом, только надолго». Саша кивнул, отсоединил ключ от связки и вручил соседке. Даша взяла ключи, потом подмигнула. «Мы им устроим дом в наследство». Саша неловко обнял ее на прощание, потом выдохнул и пошел домой. Ему нужно было играть роль наивного дурачка еще сутки.
А Даша корила себя за то, что не рассказала главного, что под одной крышей с Александром живет не только подельник, но и любовник его жены. Ранним утром Александр поднял всех охотников за чужим жильем и повез в город под предлогом ярмарки, отдыха и покупки Ларисе шубы. Денег на дорогую покупку у Саши не было, но он понял, что падкую до чужого жену и ее подельников легко завлечь именно так. «Ох, как хорошо! Как Рассему проводим!» — потирала ладони Лариса в предвкушении. Когда компания скрылась из виду, Даша с 2 полными пакетами пробралась на участок Овсянниковых. Работы у нее было непочатый край. Дом Марии Викторовны Даша знала как свой собственный, ведь все детство они с Сашей играли там, бегали, прятались. Она помнила каждый тайничок, каждую скрипучую досточку. Но самое важное сейчас было в том, чтобы запомнить, как все было до ее прихода. Саше было трудно, но он мужественно держался весь день, чтобы не выдать свою осведомленность. Порой ему даже казалось, что не может эта милая девушка быть хладнокровной мошенницей. Потом вспоминал фотографию в газете и возвращал ясность ума. Шубы Лариса не получила, зато Саша добился главного, и жена, и ее подружка устали, вымотались за весь день и хотели поскорее вернуться в теплый дом. Возражающего Семена Лариса отправила восвояси, сославшись на то, что он и так загостился. Когда компания вернулась в деревню, было уже почти 10 вечера. Стояла темная зимняя ночь. Щелкнув выключателем на веранде, Лариса обнаружила, что свет отключен. «Сашенька, проверь щиток!» Плохо пряча недовольство в голосе, попросила она. Александр пожал плечами и открыл крышку щитка. Тумблер находился в привычном положении, зато чуть ниже щитка провод был аккуратно перекусан так, чтобы потом его можно было легко скрутить по новой. Саша улыбнулся про себя. «Тут все нормально. Наверное, что-то сломалось на столбе. Завтра вызову электриков». Лариса с Эллой закатили глаза, уже совсем не скрывая раздражения и усталости. Пришлось в этот вечер обходиться свечками и слабыми фонариками в телефонах. Наскоро поужинав, компания стала готовиться ко сну. Элла улеглась в гостиной и почти сразу уснула. Саша ушел умыться, а Лариса осталась одна в комнате. Тут позади нее скрипнула половица, и что-то мягко рухнуло на пол. Пламя свечей колыхалось, отбрасывая уродливые тени на стены. Мошенница обернулась и вздрогнула, увидев упавший с двери халат. «Элла, перестань валять дурака!» — громко сказала Лариса. В ответ донеслось только равномерное сопение, а между тем скрип половиц послышался уже из коридора. Холодок пробежал по спине. «Саш!» — Лариса слабо позвала мужа. «Зачем ты меня пугаешь?» Тут прямо на глазах со стены рухнула свадебная фотография в рамке. Лариса взвизгнула и отпрыгнула назад в комнату, хлопнув дверью. Саша застал жену, которая сидела в углу кровати и таращилась на дверь, словно ненормальная. «Там, там, там!» Лариса только показывала пальцем в коридор и заглатывала ртом воздух. Саша едва сдерживал приступы смеха, но нужно довести дело до конца. «Лар, дом не новый, все скрипит, на улице ветер поднялся», — успокаивал он жену. «Халат ты плохо повесила, а фотография могла и сама упасть. Завтра по дню и разберемся». Уже почти успокоившуюся Ларису взбудоражила Элла, внезапно возникшая в дверях. По ее лицу было видно, что ей не по себе. «У меня там свечка летает», — пробормотала она. «По комнате». «Да что за чушь!» Саша приложил все свои усилия, чтобы спросить это максимально возмущенно.
Кто-то за окнами просто посветил фарами, а ты блики от люстры увидела. Кое-как ему удалось отправить Эллу спать. Близилась полночь. Словно для антуража, погода за окном испортилась еще сильнее. Ветер свистел, бросая в окна ошметки снега. Деревья скребли по стенам ветками. Где-то на соседней улице гулко выла собака. Лариса прижалась к Саше, а тот боролся с желанием оттолкнуть обманщицу и засмеяться. Очень странное было сочетание. Около 3 ночи Лариса проснулась от того, что что-то коснулось ее ноги, торчащей из-под одеяла. Все свечки были затушены, так что в комнате царил почти полный мрак, и в этом мраке около кровати стояло привидение в белых рваных одеждах с головы до ног и тянуло скрюченные пальцы к Ларисе. Та побелела так, что стала бледнее самого привидения и попыталась заорать, но только сипела. Хотела растолкать Сашу, но тот не просыпался. А между тем призрачная белая фигура медленно подошла и встала рядом с Ларисой и указала на нее пальцем. «Я все знаю!» — прогудел скрипучий голос. Лариса заорала так, что черепица на крыше подпрыгнула. Она, как горная коза, перескочила через кровать с истошными визгами, схватила в темноте ватник и забилась в угол кухни, куда попадал свет от дальнего уличного фонаря. От визгов проснулась Элла, но спустя пару секунд уже второй женский крик раскатился по комнатам, когда она увидела в дверном проеме фигуру в белых колышущихся одеждах. В этот же момент с полки обрушилось несколько книг. Элла, белее своей подружки, заголосила: «Мамочка, помоги! К черту этот дом с привидениями!» и выскочила на веранду в одной ночной рубашке. Следом за ней метнулась Лариса в ватнике. Мошенницы забрались в летнюю кухню, едва живые и плачущие от страха. Утром только рассвело, обе дамы, постоянно озираясь и шаря глазами по стенам и потолку, вошли в дом. Торопливо собрали вещи, оделись и чуть ли не бегом вышли на улицу. В утренней прохладе деревня опять услышала визг Ларисы, когда та узрела на боку своей сумки надпись «Я все знаю». Перепуганные, растрепанные, с мешками под глазами, обе мошенницы залезли в первый утренний автобус и уехали. Признаюсь, даже я испугался. Саша, отключив автомат, осторожно скручивал провода под щитком, держа в зубах изоленту. Даша оттирала с лица белую гуашь. «Поздравляю с разводом заочно», — улыбнулась она. «Думаю, не скоро мы ее здесь увидим». Девушка была права. Лариса так и не объявилась. Оставшиеся вещи бывшей жены Александр просто выставил за забор, где их быстро разобрали. Оставалось уладить бумажные формальности, чтобы избавиться от липовой жены. Вскоре Марья Викторовна пошла на поправку, и ее выписали. К удивлению сына, она очень спокойно восприняла новость о том, что Лариса сбежала, и даже подмигнула, когда Даша пришла поздравить соседку с возвращением. Молодые люди решили ничего не рассказывать ей в подробностях, мол, просто разлюбила и сбежала. Помня угрозу Ларисы насчет несчастного случая, Даша посоветовала Александру сменить место работы, что тот и сделал. Устроился в фирму по производству ворот и ограждений, которую только что открыли на въезде в деревню. С того злополучного дня, когда Лариса сбежала, прошел месяц. Близился Новый год. Как-то вечером Даша помогала Марье Викторовне с приготовлением ужина, когда ее внимание привлек новостной сюжет по телевизору. Накануне в ювелирном магазине «Аметист» была задержана гражданка Троцева Лариса Витальевна за попытку кражи кольца стоимостью
вещала диктор. Даша бросила чистить картошку и за руку притащила из комнаты удивленного Сашку. Они оба уставились в экран, где знакомую рыжую даму в наручниках выводили из машины в сопровождении полицейского. «По делам ей», — сказала Даша, когда сюжет закончился. «Теперь будет там, где ей самое место». Горячие обсуждения продолжались до окончания готовки. Потом Даша засобиралась домой. Саша пошел, как обычно, проводить ее на веранду. Девушка наклонилась и стала обуваться, когда он вдруг спросил: «Даш, а ты никогда не думала, где твое место?» Удивленная, она стала подниматься, а потом Саша вдруг поймал ее лицо в своей ладони и поцеловал. Марья Викторовна, сквозь смежные стекла, видевшая, что произошло на веранде, улыбнулась, утерла крохотную слезинку в уголке глаза и тихо сказала: «Вот из кого выйдет прекрасная невестка». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.